Всем привет! Не так давно мне принесли видеокарту MCI 1060 с объемом памяти 6 гигабайт после майнинга, у которой вентиляторы постоянно вращаются практически на максимальных оборотах. При этом, если воспользоваться автобернером и поменять скорость вращения вертушек, в таком случае, как можем видеть, это ничего не дает. Чтобы устранить неисправность, попробую перепрошить BIOS на скачанный с сайта Tech Power Up для данной карточки, который я поместил в корень диска C. Но прежде следует сохранить имеющиеся на видюшке, например, с помощью программы NVFlash. Для ее запуска перехожу в пуск, сразу набираю CMD и кликаю правой клавишей мыши по появившейся иконке командная строка. Из выпадающего меню выбираю запуск от имени администратора. В открывшемся окне, введя cd пробел C двоеточие обратный слэш и нажав Enter, перехожу в корень диска, где находится NVFlash. Теперь, написав приведенную команду, сохраняю текущий BIOS карты, что занимает некоторое время. Если перейти в корень диска, можем видеть только что созданный файл. Как вариант, засейвить его можно и воспользовавшись GPU-Z. Для этого достаточно нажать на данный значок, далее выбрать пункт «Сохранить файл» и указать удобное для вас место на диске, куда его поместить. Перед тем, как приступить к основной процедуре, еще раз детально посмотрев на характеристики видеокарты, я выяснил, что зашитая на нее версия BIOS соответствует представленной одновентиляторной карточке MCI 1060 Aero на 6 ГБ, у которой такие же частотные характеристики. А вот родной BIOS имеет, собственно, другую версию. Так как у MCI имеется утилита Live Update для обновления прошивки и драйверов своих устройств, попробую ей воспользоваться. Запустив ее и перейдя в данный раздел, нажимаю «Сканировать». В итоге появилось сообщение, что необходимости в обновлении нет. К сожалению, такое решение мне не помогло так же, как и обращение в техподдержку, где мне отказали предоставить родную прошивку. Поэтому в 64-битный Windows 10 вновь запускаю командную строку от имени администратора и воспользуюсь NVFlash, перейдя для этого в раздел диска, где он располагается. Теперь ввожу NVFlash 64 пробел 2-Protect Off, тем самым отключаю защиту. Затем перепрошиваю, прописав NVFlash 64 с указанием через пробел имя файла с BIOS. В результате выполнения операции прошить карточку не удалось. В таком случае попробуем воспользоваться приведенной командой, где ключ 6 позволяет выполнить данную процедуру при несовпадении ID адаптера и файла BIOS. Нажав Enter, спустя несколько секунд ожидания, видим, что это тоже не помогло. Попробовав также другие ключи и версии самой программы, в конечном счете все оказалось тщетным. Поэтому BIOS видюшки был успешно перепрошит программатором, но в таком случае изображение карты на экран вовсе не выводило. В результате все пришлось вернуть обратно. Но несмотря на такой дефект, видеокарта неплохо показала себя в тестах. Что касается неисправности, то скорее всего она вызвана перегревом чипа вследствие длительной нагрузки в майнинге. На текущий момент карту решили оставить пока в таком состоянии в связи с отсутствием донора и относительно высоких цен на чип. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.